Друзья, приветствую! Я Борис Коломенский. Сегодня я хотел бы вам рассказать про гитару Music Man Джон Петруччи Majesty Monarch 7. Поехали! Друзья, ну для начала небольшая предыстория, собственно, покупки и вообще, в принципе, причины, почему я решился на именно покупку такой, мягко говоря, недешевой гитары, да. То есть на протяжении моей гитарной жизни в моем арсенале были периодически краснодеревянные гитары. Был прекрасный Carvin DC400, полностью из красного дерева, тоже сквозной. Был Carvin семиструнный, California Carvin Top 7. Хорошие гитары, Ibanez были в том числе. Вот. Ну, по тем или иным причинам, через какое-то время я их продавал, в общем, и так далее. Жил спокойно. Вот. Но жил спокойно я до того определенного момента, когда мне случайно не принесли этот чертов Paul Red Smith Custom 22 юбилейный. Это просто гитара взорвала мне мозг. Такого у меня очень давно не было. То есть мне попадались, приносили тестировать и Gibson кастом дорогущие, и различные и так далее. То есть что-то мне встречалось, суры краснодеревянные, но такого впечатления от гитар, вот как от этого Paul Red Smith, я ни разу не испытывал. И вот этот чертов Paul Red Smith, у меня потерялся покой. После этого я и начал, собственно, исследовать рынок. А исследовать рынок я начал почему? То есть этот Paul Red Smith, который мне попался, я не мог его, я в принципе мог его купить, мне предлагали недорого. Вот, но весь мой материал музыкальный, первый и второй альбом, уже давным-давно минимум 7 струн, на втором альбоме 8-струнные присутствуют рифы, то есть просто бы он у меня лежал, да, как бы где-то используется. Поэтому я начал думать, искать аналоги. Если мы говорим про американский Paul Red Smith, семиструнные, это совершенный кастом, да, как бы их серийных нету, это просто заоблачные ценники. Их практически нету даже на американских аукционах и так далее. То есть это огромные деньги. Есть корейские варианты, ну понятно, что корейские это неплохие гитары, но это не то. Вот. Ну и я начал анализировать, думать, что же можно купить. Вот, собственно, из аналогичного, желательно со вклеенным грифом, ну пусть в данном случае сквозной гриф. И тем более, что я уже давным-давно присматривался, мне был интересен этот инструмент Music Man, я давно хотел потестировать. Вот, собственно, так я принял решение о покупке именно данной гитары. И еще одна, на мой взгляд, важная причина, почему я делаю этот обзор, это тот факт, что данная гитара, данная модель Music Man Majesty Monarch достаточно редкая для России, как оказалось. И даже в магазинах Москвы, вот Grand Mysteria, когда я был проездом в Москве, звонил туда, оказалось, что в наличии нету ни одного инструмента, даже шестиструнного, даже не Monarch, а просто Majesty. То есть по факту их нету, даже пощупать проблематично в столице. Я уже не говорю про другие города России. Поэтому хотя бы какое-то предварительное мнение по данному обзору можно будет составить. Еще маленькая оговорка о том, что все сказанное мной, это, естественно, мое личное субъективное мнение. Возможно, у вас будет другое мнение. Естественно, еще это зависит от самого экземпляра. Возможно, другие экземпляры будут звучать иначе, выглядеть и так далее. Именно данная гитара, вот, на мой взгляд, имеет прекрасный вот фиолетовый цвет. Я не случайно мне, когда она попалась, то есть я именно ее выбрал. Вот. Футуристичный дизайн, то есть она похожа немножко на космический корабль, да. В общем-то,
Единственное, как бы минус небольшой какое, то есть все-таки вот это решение, вообще в целом, когда не только линейка появилась, вот эта щитообразная форма, ну на любителя, то есть вот этот огненный клен, сделанный щитом, то есть здесь у нас, например, огненного клена нет, ну за это небольшой минус. Ставим оценку 9. Второе, друзья, это эргономика. Эргономика, моя личная оценка, это 9 из 10. И могу сказать, что в целом гитара Music Man и модель Джон Петруччи 7 липовая, которая у меня есть, это, на мой взгляд, это одно из самых удобных гитар, в принципе, которые существуют сейчас на рынке серийных инструментов. Вот. Раньше я считал, что и считалось вот Ibanez, я играл много, тоже очень хорошие инструменты, но здесь есть не тонкости, значит, более скругленные края, интересный профиль грифа, вот, переключатели, быстрее и удобнее, значит, переходить и так далее. Много таких нюансов, которые вот как бы пересаживаешься на машину чуть-чуть другого класса и, соответственно, понимаешь, что есть, да, другое. Значит, плюсы. Значит, первый плюс, главнейший плюс, это вес инструмента, ребята. Эта гитара весит 2,9 килограмма, то есть даже 3 килограмм нету. Должен признать, на сегодняшний момент это абсолютный тренд в развитии гитаростроения, это низкий вес инструментов. То есть очень многие музыканты профессиональные переходят на более легкие гитары. Очень модные сейчас безголовые, Стрэндберг гитары, копии. Вот, наверняка вы, может быть, видели Сергей Головин, Adversary гитары. Значит, они все легкие. Естественно, многочасовые длительные занятия именно на таких гитарах удобнее проводить, безусловно. То есть со временем, конечно же, какая бы накачанная спина ни была и так далее, то есть все имеет свое. Но при этом должно быть разумное сочетание, то есть именно качество звучания некого, да, оставшегося, и веса. Значит, вес это огромный плюс этой гитары. Второй плюс, ну естественно, все понимают, высокие позиции, удобный доступ, все очень мягкие, плавные, скругленные края, все вырезы под пузо, естественно, под скос под правую руку, это второй плюс. Вот. И третий плюс, в целом, гриф, конечно же, удобный, то есть он достаточно плоский и так далее. Какие минусы? Значит, первый минус, значит, все-таки по сравнению с моделью, которая у меня есть, липовые Джон Петруччи, семиструнные, обычные, Stealth Black, чуть менее удобный гриф, потому что он ближе к ибанезовскому, более плоскому. Вот. А там, значит, на стандартной модели Джон Петруччи гитары он более округлый, что мне лично удобнее немножко. Вот. Второй минус в эргономике, как оказалось, при том же самом калибре струн, при той же самой мензуре 25,5, натяжение струн на данной гитаре, опять же в сравнении с Music Man Джон Петруччи 7 липовым, оказалось сильнее натяжение струн. То есть, соответственно, бенды, вибраты делать чуть сложнее. И я не знаю, с какой конструктивной особенностью это связано, но факт. То есть и там тремоло залочено, заблокировано, то есть деревяшкой, но тем не менее, вот второй недостаток при эргономике. Третье, качество сборки. Ну, тут меня ждали сюрпризы. Значит, моя личная оценка это 8 из 10. Но, понятно, говорить о том, что здесь все качественно собрано, нету смысла. Сразу же недостатки, минусы. Значит, первый недостаток. Значит, вот эта ручка громкости, она установлена неровно с эксцентриситетом относительно центра. Значит, и оно смещено к краю, и получалось, что оно при повороте, когда ее до конца выкручиваешь, оно заедает. То есть в моей музыке на концертах, то есть где там нужно легким движением чуть-чуть вот менять гейн, это очень сильный косяк. Вот. Хорошо, что я успел там это немножко поправить перед концертом, который у меня был недавно. Вот тем не менее,
Значит, первый недостаток. Второй недостаток это колки. Они крутятся недостаточно плавно. То есть такое ощущение, что они чуть-чуть как будто бы подзаедают. То есть для точной настройки, особенно вот таких струн, которые седьмая, третья, не очень сильно натянуты, это тоже не очень удобно. Опять же, вот в сравнении с Music Man липовой Джон Петруччи 7, то есть где все плавно, идеально. Вот. Третий недостаток конструкции это, значит, тоже очень странно, на задней панели смещение, опять же, эксцентриситет, там, где мы регулируем частоты, эквалайзер и громкость пьезы. Четвертое, функциональность. Ну, здесь моя оценка 9 из 10, и здесь все просто, давным-давно уже все сказано. 24 лада, наличие 7 струн, локовые колки, то есть наличие комбинации звука с отсечками, пьезо, бридж добавляет, естественно, очень хорошо краски к звуку. Вот. Но мой минус главный в чем? Я давным-давно четко для себя решил. То есть либо у нас фиксированный бридж, либо это Floyd. Floyd, стоп-локом и так далее. То есть все эти бриджи там хорошие, с графитовыми порожками, там на двух винтах, это все как бы пробежуток. Поэтому здесь я заблокировал деревянной вставкой, значит, машинку для того, чтобы можно было перестраивать в дроп-строй. То есть это минус. Можно там тримсеттеры, конечно, ставить и так далее. Вот. Поэтому, значит, моя оценка 9 из 10. Пятое, самое интересное, звук. Ну, конечно, говорить, рассказывать про звук дело неблагодарное, все равно, что танцевать про архитектуру, но так или иначе, тем не менее, попробуем. Опять же, повторюсь, что это субъективное мое мнение и так далее. Значит, моя личная оценка это 7 из 10. Далее я попытаюсь объяснить подробнее, почему. Вначале о плюсах. Ну, первое впечатление, ощущение, конечно же, хорошая отдача. То есть чувствуется, что действительно качественная древесина, просушенная. Значит, очень хороший тембр середины, правильный. Значит, я люблю немножко прозрачности. Вот очень часто гитарам из красного дерева не хватает прозрачности, очень густой звук. Его много, но вот такая благородная такая середина, очень красивая, должен сказать, очень приятная. Вот, на перегрузе. В общем-то, чем-то напоминает по ощущениям Ibanez S-ку. Она тоже такая тоненькая, благородно звучит. Вот. Второй большой плюс это атака. И вообще плотность, то есть собранность звука. На звуковых тестах вы это увидите, безусловно. Значит, это очень интересно, значит, как ноты и пассажи читаются, отстреливают просто, так скажем, аналогов мало я как встречал. Значит, отчасти это, я так думаю, что это вина все-таки активная схема, активная электроника. Вот, и они как бы неким образом компрессируют звук. Вот. Но именно легкость извлечения легато, пассажи, значит, и четкость палмьюта без лишнего гудения, то есть вот это вот действительно приятно играть на гитаре, да, в этом плане. Значит, это из плюсов. Значит, теперь поговорим о минусах звука. Самое главное, самое, наверное, интересное для всех. Значит, ну, во-первых, чистый звук, в принципе, обычный, ничем не примечательный. Вот то положение, как бы среднее с осечечками, вот, которое там многим нравилось, мне нравилось также на липовом Music Man. Там звучит интереснее, здесь обычный звук, ничего особенно выдающегося, опять же, повторюсь, на мой взгляд. Вот, если бы не пьеза, то есть пьеза немножко разбавляет, действительно можно интересное сочетание нарулить и так далее, смесью. Первый момент, значит, минус. Второй минус и главный минус для меня, это, ребята, сустейн.
Вот, казалось бы, красное дерево, сквозной гриф, да? Ну, что еще надо? Но, тем не менее, значит, проверка сустейна, это будет еще показано, да, как бы на отдельных примерах, естественно, начинается где-то ближе к 12-му ладу и дальше выше. Значит, понятно, что на всех практически инструментах есть ноты, которые звучат чуть короче, у них хвосты не такие длинные, так скажем, из-за особенностей древесины, сплошности, там, неравномерности и так далее. Но тем не менее, все-таки, конечно, здесь это недостаток. И поэтому создатели этого Music Man сделали вот этот вот бустер, который там прибавляет, по-моему, 20 дБ, чтобы этот сустейн удлинить, но это как пятая нога. Естественно, сустейн натуральный, ценится в гитаре и так далее. То есть. И третий минус звука — это отзывчивость деревяшки в плане флажолетоизвлекаемости. Но опять же, как бы, да, значит, в принципе, по большому счету, если сравнить с другими гитарами, большинством там он нормально извлекаются флажолеты, значит, особенно в центральной части грифа. Но опять же, если мы, допустим, вернемся к тому же Полу Ред Смиту, меня просто поразил фантастически. Даже на нековом звучке, даже на первой, самой тонкой струне, там, за 15-м, за 17-м ладу, то есть при малейшем изменении угла медиатора, то есть тут же чувствуется изменение яркости звука, фантастическая отдача именно с точки зрения вот вверх высекается. Вот. Здесь так, более-менее неплохо, вот, но чувствуется такая небольшая зажатость звука, так же, собственно, как и в сустейне. Вот. Вообще, в целом, еще один такой как бы характерный момент звука, это такая немножечко привкус пластмассовости. Значит, все-таки это активная схема, через которую все проходит, то есть все очень ровно, очень легко извлекается, как бы хорошо, но какое-то немножко компрессировано, выровненное. Вот. Подводя итог, в целом, безусловно, инструмент очень высокого уровня. Вот эти мои, можно сказать, придирки, да, возможно, многие музыканты даже на это внимание не обратят, те, кто будут играть, но тем не менее, все-таки тяготеет в целом больше звучания, конечно, для тяжелых стилей. Подходит эта гитара для шреда, для запилов. Вот. Наверное, не пригодится она блюзменам, джазменам. Может быть, где-то фьюжн можно использовать. Хотя при этом он очень универсальный инструмент. Друзья, ну и в конце хотелось бы еще сказать о том, что вот подобного плана обзоры, они как бы для меня не характерны. Для меня это какая-то побочная второстепенная деятельность, потому что в основном я стараюсь тратить свое время на сочинительство, композиции, какие-то гармонии, какие-то поиск звуков и так далее. Я для тех, кто не в курсе, напоминаю, что 15 ноября состоялась презентация моего второго альбома Breaking Boundaries. Многие клипы из которых есть в сети на моем канале, поэтому подписывайтесь на мой канал. Если вам понравился данный обзор, ставьте лайк. Я хотел бы услышать от вас комментарии, мнение. Возможно, кто-то из вас владел подобным или владеет инструментом. Что вы думаете по поводу звука, по поводу сустейна, по поводу отдачи и так далее. А с вами был Борис Коломенский. До скорых встреч.